Всем доброй ночи, друзья мои. Я хочу подарить вам уникальный ритуал, еще один уникальный ритуал, но уникальность этого ритуала состоит в том, что можно этот ритуал применить для разных случаев по разным просьбам к фортуне. Называется ритуал «Манна небесная». Согласно библейской притче, когда сыны Израилева шли по пустыне Синайской, пустыне, и в какой-то момент проголодались, пропитание закончилось, и тогда возроптали они. Услышав их, Бог сказал Моисею, что у них будет там-то питание, чтобы они шли туда, и с неба спустилась манна небесная, нечто похожее на хлеб, что они собирали, ели и насыщались. Дело в том, что до описаний в Библии про манну небесную сказано еще в древних шумерских легендах о том, что было нечто, некое пропитание, некий белый дым, некий белый хлеб воздушный, который спускался с неба. Может быть, тогда это была какая-то разновидность какого-то растения, которое, уносимое ветрами, направлялось в сторону пустыни или иных мест. Может быть, это было послание от богов, может, помощь. Точно утверждать не будем ни опровергать, ни утверждать. В любом случае, манна небесная осталась в нашем понятии. Это внезапное везение, внезапный подарок судьбы, нечто такое, что мы очень хотели, но не надеялись и получили, и прочее. Этот ритуал можно применить всем, как, впрочем, и все ритуалы, связанные с фортуной. Фортуна есть сама судьба. У разных народов она по-разному называется, но она есть богиня судьбы. Вот кому, как не судьбе, помочь нам, либо если у нас судьба изначально мучительная и трудная, кому, как не к судьбе обратиться для того, чтобы она пересмотрела свои взгляды в нашу сторону. Кого, как не судьбу, задобрить для того, чтобы она нам помогала, чтобы она поменяла отношение к нам, одарила нас и помогла. Только к судьбе, правильно? Так вот, культ фортуны был настолько известен в древние времена, что самые распространенные алтари были именно посвящены фортуне, и об этом пишут многие историки того времени, в частности Тацит, который описывал очень много и оставил очень много описаний и германских племен и прочее, то есть его вклад в историю огромный. Значит, этому человеку, его источнику и достоверности его слов можно доверять. К фортуне может обратиться любой человек и не опасаться, поскольку в древние времена люди обращались к богам, и боги им помогали. Были боги, к которым можно было обращаться только через жрецов, поскольку они занимали особое положение в пантеоне богов. Это, например, Геката, которая была богиней колдовства. Даже если к Зевсу человек мог обратиться лично, то к Гекате нужно было обращаться через жрецов, потому что Геката была колдунья. И считалось, что не каждый имеет право обращаться к магии, к силам магии и колдовства. Вот даже в те времена к этому относились очень серьезно. Но эту осторожность почему-то забыли в наши дни. Да? К Гермесу обращались торговые люди для помощи и торговли, потому что это был бог торговли, бог обмана где-то, хитрости, но в любом случае подавал новые идеи. Обращались к Асклепию за излечением, приносили ему черного петуха, и он во сне приходил и говорил, какие травы собрать, как их пить, как их изготавливать, и люди это делали, следовали его советам и выздоравливали. То есть каждый бог имел свою функцию, и человек обращался без опаски. Не нужно было для этого быть либо жрецом, либо каким-то особенным, либо каким-то посвященным, не знаю кем. Обращались к силам природы, к богам, к родным богам, и боги их слышали и помогали. Но были особые боги в пантеоне, к которым обращаться было нельзя просто так.
Например, к Аиду, поскольку он владел царством мертвых. Да? Например, к Нике, потому что Ника покровительствовала великим и сильным. И если человек был просто крестьянского происхождения, он не смел обращаться к ней, потому что неоткуда было брать победы, которые он бы просил. К Афине обращались все за мудростью, за помощью в трудности. Нельзя было обращаться к Фемиде, каждому человеку, потому что Фемида сама правосудие, и обращались через жрецов, поскольку Фемида капризная богиня и карающая богиня, и боялись ее. То есть были определенные божества, обращаться к которым напрямую было нельзя. Но были боги, которые допускали до себя и любили, когда ставили им алтари, окуривали им фомиам и просили помощи. И одна из них была Фортуна. Поэтому, дорогие друзья, если она вас слышит и помогает, значит, судьба к вам поворачивается лицом. А быть под покровительством самой судьбы, под ее защитой, получить ее благословение, мне кажется, мечтает об этом каждый человек. Согласны? Итак, манна небесная от Фортуны. Этот ритуал может вам принести внезапную удачу, везение в том, что вы у нее попросите. Вот смотрите. Если вы хотите деньги получить, если вы человек, занимающийся коммерцией, либо у вас работа, связанная там с, скажем, переводами, с деньгами, да, с получением прибыли от своей работы. Может быть, у вас интеллектуальный труд, может, вы сайты делаете, может, вы там, не знаю, книги пишете, хоть что. Если вы хотите получить деньги, значит, стелите золотистую ткань, берете золотую свечу, постарайтесь, чтобы больше было золотого цвета. Можете на нее надеть золото, можете внизу положить. Я и туда, и сюда сделала, на всякий случай. Значит, если у вас прибыль идет от наших денег, российских, ложите наши деньги. Если вы хотите зарубежные деньги там, или прибыль зарубежными деньгами, или вы ждете оттуда прибыль, да, для себя, значит, ложите доллары. Но желательно мелкие, небольшие, потому что я вам еще раз говорю, что самый лучший вариант, значит, работать с деньгами, с денежными энергиями, это мелкие купюры. Те, которые ложат там по 5, по 10 тысяч, это от незнания вообще магии, ритуалов денег. Им хочется выглядеть крутыми, на самом деле они смешно выглядят, потому что мелкие купюры, которые станут большими, вырастут, пойдет в рост. Итак, если вы хотите деньги, если вам нужны деньги и прибыль, стелите золотую ткань, вешайте на нее золотую цепочку или ложите под ногами золотую цепочку, или там, может быть, кольцо, неважно, золотые вещи. Если вам нужны зарубежные деньги, из-за рубежа вы ждете прибыль, ложите доллары. Ну, можете другие деньги, смотря какую страну вы имеете в виду. Золотую свечу. В общем, все должно быть золотисто. Если хотите прибыль из вашей страны, ложите, значит, мелкие купюры 100 рублей, там, ну, до 1000 можно ложить. Здесь копейки, то есть монеты не нужны. Если вам нужна помощь скажем, в расширении своего бизнеса, в нахождении новых партнеров, или у вас ресторан, вам нужно это все оборудование, все это поставить, сделать, привлечь народ, я не знаю, найти хорошее место для этого ресторана или что-нибудь еще. То есть все, что связано с партнерством, с вкладами, с расширением своего бизнеса и прочее, прочее, берете красную ткань, стелите красную ткань. И точно так же деньги ложите. Либо, если вы ждете российских партнеров, значит, российские деньги. Если зарубежных, значит, доллары. Мелкие доллары. Свеча должна быть красная. Вот. Здесь можно и золото ложить, можно не ложить, не имеет значения. Свеча должна быть красная. Стелите красный цвет, ложите деньги и уже делаете на партнерство, на бизнес, на расширение свое. В конце, конечно, ритуала четко произнесите и скажите, что вы хотите. Это тоже не помешает, потому что судьба любит, когда четко говорят, что надо. Если вы хотите от фортуны получить внезапное семейное везение, например, у вас в семье хочется, чтобы вот
что какая-то радость произошла, что-то какая-то перемена в семье произошла, сдвиги там в супружеских отношениях, не знаю, что еще, стелите черную ткань, деньги не ложите, ставите просто фортуну и читайте. В общем, запомнили. Если вы хотите на деньги, то должно быть все золотое, свеча золотистая, значит, ткань золотая. Деньги, если вам российские нужны, ложим российские деньги, если зарубежные, значит доллары, мелкие деньги. И золото, золотую вещь. Если вы хотите партнерства, расширения бизнеса, резкого взлета в карьере, значит красная ткань, красная свеча точно так же. Деньги. Откуда вы ждете этого взлета? У себя на родине или вы вне родины живете? Значит, купюру той страны и ложите. Следующее. Если вы хотите внезапного, интересного, что-то такого необычного в своей семье или в отношениях со своим партнером, чтобы у вас что-то резко пошло вперед, пускай там любовные отношения, пускай взаимопонимание, расширение общего бизнеса, неважно. Но если вы хотите вот манну небесную, внезапное везение получить в своей семье или в своем кругу, стелите черную ткань и просто ставите статуэтку фортуны. Если нет у вас статуи фортуны, еще раз говорю, для людей, которые спрашивают, а как быть, если нет статуи? Можно обойтись без статуи, вполне. Просто если есть статуя, она будет усиливаться, это просто ваш талисман будет. Вот все, что здесь вы видите, вот это все. Это все перетянуло в мою жизнь фортуна. Вот это одна статуя. Больше здесь ничего не было. Была только одна статуя, старая мебель и более ничего, которую я выкинула. И в течение короткого времени она мне перетянула всех. То есть я хочу вам сказать, что эта статуя, она настолько сильная, если вы с ней проводите, ритуалите, усиливаете, эта статуя способна творить чудеса в вашей жизни. Поэтому, если она у вас будет, это прекрасно. Потому что покровительство фортуны будет вам обеспечено. Вы ей показываете, что вы ей кланяетесь, вы ее благодарите, вы ее чтите. А значит, ваши ритуалы, конечно, будут получаться со 100% вероятностью. Хотя, еще раз повторяю, можно обойтись и без статуи. Итак, начнем. Для людей, которые спрашивают, а что, как быть мужчинам, там, скажем, да, я называю дочь, вы называете сын. Просто переделайте под слово сын, и все. Конечно, может быть, нескладно немножко получится, но это не имеет значения. Главное, чтобы вы произнесли правильно, и оно у вас сработает. Итак. Матерь Фортуна, приветствую тебя. Твой трон алмазный предо мной. Благослови судьба меня, я переполнена тобой. Пришла как дочь к твоим стопам, как к матери своей родной, как в отчий дом, желая там найти любовь, найти покой. О, Матерь нежная моя, прекрасная среди богинь, так молит ныне дочь твоя, что подарила ты ее всеми благами на земле, во славу лишь одной тебе. Одари фортуна манной небесной, пусть из ниоткуда, из сфер внеземной, придет в мой дом то чудо, ожидаемое мной. Мне небесная та манна так нужна, моя фортуна. Прикажи, и духи сферы все исполнят. Манна небесная достанется мне, да исполнится во славу фортуны и по воле ее заклято. И произносим, например, я прошу у тебя много денег. Ну, просто больше ничего сейчас не приходит в голову. Вот это я говорю. Это и будет. А вы говорите то, что вам хочется. Я же просто денежный сделала алтарь, правильно? Значит, надо соответствовать. Матерь Фортуна, приветствую тебя. Твой трон алмазный предо мной. Благослови судьба меня, я переполнена тобой. Пришла к тебе, пришла как дочь к твоим стопам, как к матери своей родной, как в отчий дом, желая там найти любовь, найти покой. О, Матерь нежная моя, прекрасная среди богинь, так молит ныне дочь твоя, что подарила ты ее всеми благами на земле, во славу лишь одной тебе. Одари фортуна манной небесной, пусть из ниоткуда, из сферы внеземной, придет в мой дом то чудо, ожидаемое мной.
Мне небесная та манна так нужна, моя фортуна. Прикажи, и духи сфер все исполнят. Манна небесная достанется мне, да исполнится во славу фортуны и по воле ее. Заклято. Можно читать 7 раз, 12 раз, 20 раз, сколько вас потянет. Но достаточно 3-7 раз. Еще раз прочитаю. Конечно, девочки это все сразу опубликуют, я знаю. Спасибо им большое. Но в любом случае я прочитаю. Чтобы и мне пришло, в конце концов. Сколько можно просто отдавать всем подряд. Не, приходит ради справедливости, скажу, даже снимая просто на камеру, на следующий день я удивляюсь результатом. Честно. Так, начали. Подождите, поправлю. Угу. Матерь Фортуна, приветствую тебя. Твой трон алмазный предо мной. Благослови судьба меня, я переполнена тобой. Пришла как дочь к твоим стопам, как к матери своей родной, как в отчий дом, желая там найти любовь, найти покой. О, Матерь нежная моя, прекрасная среди богинь, так молит ныне дочь твоя, что подарила ты ее всеми благами на земле, во славу лишь одной тебе. Одари, Фортуна, манной небесной, пусть из ниоткуда, из сфер внеземной, придет в мой дом то чудо, ожидаемое мной. Мне небесная та манна так нужна, моя Фортуна. Прикажи, и духи сфер все исполнят. Манна небесная достанется мне, да исполнится во славу Фортуны и по воле ее. Заклято. Вот, дорогие друзья, красивый, сильный, отличный ритуал, который вам пригодится. Еще один ритуал в вашу копилку. Проведите, поделитесь со мной. Что да как. Не процентами, полученными от ритуала, а просто мнением. Как у вас получилось, что у вас получилось. Ну, вы знаете, насколько быстро они работают, так что проведите. Почему я дарю много ритуалов разных? Я уже объясняла, у человека есть своя энергия, у каждого человека. Каждый человек – это отдельная личность. Поэтому у кого-то получается один ритуал хорошо, у кого-то другой, у кого-то все вместе. Кто-то все вместе делает каждый день, и нравится ему этот процесс, и он очень сильно срабатывает. В любом случае, если не сработает из 10 ритуалов 3, то остальные сработают, понимаете? Чем больше ритуалов на денег, на удачу есть у человека, тем он сильнее. Как говорится, владеешь информацией, владеешь миром, да? Я переделаю. Владеешь ритуалами денег, значит, владеешь денежным ключом. Когда надо, тогда и откроешь. Всем удачи!